Многие считают работы Андрея Тарковского гениальными. В них видят поэзию, философию и новаторский стиль. Что-то такое, что делает его работы как бы вне времени. Другие же называют его фильмы переоцененными, сложными для восприятия, непонятными и в конечном итоге скучными. В киношколах же по всему миру его фильмы разбирают буквально по кадрам. В современном кино мы видим и вовсе прямое цитирование, а многие начинающие режиссеры называют его своим главным вдохновением. Я посмотрел все 7 фильмов Тарковского, и в этом первом выпуске не совсем подкаста мы посмотрим, что же там происходит. Первая полнометражная работа режиссера-постановщика Андрея Арсеньевича Тарковского и оператора Вадима Ивановича Юсова. Судьба киноленты несколько сложная. Первый вариант картины забраковали, приняли решение найти нового режиссера. Стоит, конечно, упомянуть, что «Иваново детство» — это экранизация повести Владимира Богомолова «Иван». Но напрямую книгу на экране не показать. С одной стороны, здесь переработка сценария Тарковским и Кончаловским. Оба они знают, как сделать лучше еще Савгика. С другой – академический и новаторский оператор Юсов. С третьей же стороны – фильмы новой французской волны, откуда Иваново детство берет в себя вольную камеру, а от старого Голливуда – гротескные такие черные тени. Ну, я самолетом на большую землю, в интернат. Как я подорвала оттуда. Каждое появление персонажа – это героический угол камеры снизу вверх или выделение светом. Каждая реплика – отточенная, броская, эпическая фраза. Но затем об этом скажет и сам Тарковский, когда будет критиковать игру Коли, Иван в фильме, и чрезмерную экспрессию повествования, то есть уже самого себя. Затем он уже, конечно, не будет так снимать, и такие моменты не будет показывать так, как показывал в Ивановом детстве, то есть прямо в лоб. Начинается картина с эпизода сна воспоминания, пение кукушки, залитый солнцем луг и опушка леса, бегущий и летящий во сне Иван, смех, чистая вода и улыбка матери. Это такие отрывки из детских воспоминаний, собранные в сон. В завершении же этого сна камера ломается, переходит вручную, затем и вовсе поворачивает в голландский угол. А Иван просыпается под целую канонаду выстрелов. Дальше мы видим, что камера уже ручная, резкие углы, разрушенная мельница, и грязная рваная одежда, дым, озирающийся взгляд мальчишки. Сцена застывшая и безжизненная, сменяющаяся затем холодным спокойствием затопленного леса. Затем уже следует сцена со своеобразными гэгами, свойственными как для периода времени, так и для людей, находящихся в экстремально стрессовой ситуации. Сообщите в штаб 51-му, что я нахожусь здесь у вас. А кто такой 51-й? Тебе какой штаб-то нужен? Первый сон яркий и светлый, линейный по своему повествованию. Но уже и этот сон приостанавливается на моменте земляной насыпью. Иван застывает на пару секунд, но тут же отметает это наваждение, и сон продолжается. Затем мы видим второй сон. Только он уже не линейный, он более угрожающий, обрывистый. Там Иван пытается поймать звезду, объект далекий и недостижимый. Заканчивается сон и вовсе пугающий. Есть ли в этих снах что-то от войны? И сны ли это как таковые? Да, герой засыпает, мы это видим, да, он просыпается, мы это тоже видим. Существует популярная теория-догадка, что война проникает в сны Ивана. Но так ли это на самом деле? Сны Ивана – это белые вспышки посредине проглядной тьмы войны. И, конечно, эхо войны воздействует на ум и психику ребенка. Вопрос тут скорее, линейные ли это сны воспоминания? Следует ли за моментом засыпания то, что мы видим на экране? Это момент сна или это что-то другое? Или это и вовсе процесс умирания? Дно колодца как посмертная фиксация взгляда? Каждый сон приостанавливается на незначительные детали. В мимолетном эпизоде. Земля, вода, невозможность достать что-то. Сейчас день. Для тебя день. Для меня день.
Для нее ночь. Меняющееся лицо девочки. Открывающая сцена и сразу же земля с корнями. Это окоп? Ну, вероятно, нет. Открывающая сцена и сразу же стена. Стена могилы. Конечно, эту мысль вы прогоняете. И я ее прогонял, когда смотрел. Как и прогоняет ее Иван, возвращаясь в это залитое солнцем пространство. Иван едет в грузовике с целой кучей яблок. Идет дождь. Практически идеальная игровая сцена. Рядом берег реки, сверкающая вода, с грузовика падают яблоки, а лошади их едят. Эмоциональный эпизод в жизни ребенка из коллективного хозяйства. Именно этот эпизод он запомнит, приукрасит и будет вспоминать снова и снова. И сначала нам кажется, что все хорошо, если бы не символизм элементов. Яблоко как первородный грех. Лошади и вовсе в мифологии являются проводником в мир неживых. А грузовик – это такая измененная человеком форма природы, то есть колесница в мир мертвых. Это такая метафорическая картина, мы часто не видим масштабных сцен, мы видим лишь эпизоды, хотя пару масштабных сцен, впрочем, есть. Масштаб войны огромен, ведь война расползается, занимая все видимое пространство. Как же передать эти ощущения незащищенности перед самой войной, так и пространством? Вот эту вот уязвимость человека перед машиной. Для этого используются блокинг-сцены. А самая знаменитая и экспрессивная такая сцена – это сцена тлеющего дома. Конечно, это и о несправедливости силы видимой и невидимой, бесконечная амплификация жестокости. От сцены с надписью «Добро пожаловать», нарочито написанной без мягкого знака и двумя повешенными разведчиками на берегу реки, до надписи в подвале разрушенной церкви и сцены в березовой роще. Иван в темноте подвала, уже руин церкви, и вовсе испытывает состояние гипнагогии, то есть видит и слышит в темноте вещи, которых нет на самом деле. Все понял. Да я тебе... Но эти вещи он переживал ранее и переживает сейчас, которые сливаются в какой-то просто безумной квинтэссенции. Вообще, вся картина – это бесконечный порочный круг посттравматического стрессового расстройства. Дедушка в разрушенном доме с крайне тяжелым ПТСР. А мамка кто где? Жива? У меня старуху тоже немец расстрелял. Он осознает произошедшее, но тут же это отрицает. Пелагея, значит, вернется. Так мою старуху звали. А я избу подготовлю. Березовая роща, которая сначала и не тронута войной, но уже в следующей сцене мы видим блиндаж из березы. Стройное и естественное, живое превращается в противоестественное, неживое, более того, нелогичное и нелепое. Природа и человек – вещи неделимые, и как только мы уничтожаем природу, мы теряем настоящих себя. Ну, так говорил Тарковский, и так он здесь это визуализирует. Далее сцена в березовой роще, где все не так просто. А меня зовут Леонидом. Леня попросту. Тут и отсутствие активного согласия, затем буквально панорама могилы. Давай помогу. Я сама. А, сама. Эх. Противоречие между действиями и тем, что делать не надо. Зачем? Ну, пойди скорей. А теперь уходи. Уходи, Маша. В финале мы и вовсе видим, как Маша реализовывает полученную травму. Здесь, конечно, страшно не черное или белое, не сама реальность войны, сквозь которую идут герои, не фантасмагорические сны героя. Страшен как раз этот контраст, эта разница между воспоминанием и настоящим. От чего же так страшно? От того, что мы видим Ивана лишь в последние секунды фильма. Его посмертный вальс. Hast du Schlüssel?
В фильме мы можем видеть сквозные для всей фильмографии Тарковского темы и приемы. Первое – это, конечно, нелинейный сюжет. В современном кино этот прием используется иногда и более нагло. Тарковский тоже не стесняется в смене локаций, композиции и даже цвете. Переход от черно-белого к цветному, к сепии или вообще тонирование изображения в синий. Но это, конечно же, будет все позже. Иваново детство, фильм полностью черно-белый. Очень характерны начальные гэги и расплаты за них позже. Добро пожаловать на чаек, товарищ капитан. А, черт! Лучший тузик был. Повторение для усиления эффекта. Наглядно это иллюстрирует довольно жестокий эпизод с Катасанычем. Он старшина, он позитивный, отчасти юродивый герой, такой эпический, за которым не страшно, который все пройдет и вообще должен быть, весь фильм. Иван несколько раз повторяет, как же Катасаныч ушел, не попрощавшись. Слушай, а где Катасоныч? Его комдив вызвал. В дивизию уехал. То есть как уехал? Уехал и не зашел. Не пожелал мне удачи. И правда, как такой герой мог уйти, не заглянув к мальчишке? Они же знают, что он нам нужен. И вдруг вызвали. Мог бы зайти. Тоже друг. Затем мы, конечно, видим разрешение этой сцены. Взаимодействие персонажей с миром. Они постоянно падают или цепляются за предметы. Прием работает настолько хорошо, что сближает нас с этим персонажем. Позволяет нам ощущать его более живым, более связанным, привязанным к нам. Сны и полет будут и далее центральной темой картин Андрея. Метафорические сцены. Сцены, которые мы не видим. Это, конечно же, последняя финальная сцена. Мы не видим пленных, не слышим самые страшные, самые последние секунды, но слышим голоса надзирателей, прилетающую камеру над руинами, скрипы, эхо, случайные звуки. Неужели это не самая последняя война на Земле? Андрей Рублев – это фильм в форме эпоса. Позволю себе сказать, что даже в форме такой эпической комедии, разделенной эпизодами по временным периодам, снятой на аноморфотные линзы и смонтированной в 3 катах вариантах – 175, 186 и 205 минут. Но может и в больших количествах ввиду того, что фильм подвергался достаточно серьезной критике и цензуре. В изначальной задумке картина носит название «Страсти по Андрею», хотя и говорят, что название Андрей Рублев было задумано самим Тарковским. Вот здесь, конечно, присутствует настоящая магия кадра. Уже с самых первых секунд мы видим, что картинка перед нами как множество таких полотен, хотя и камера следует за персонажем или персонажами. Если в иконах Феофана Грека и Андрея Рублева, конечно же, их артелей, они рисуют статику, то Тарковский и Юсов запечатлевают динамику. А еще обязательно подписывайтесь на канал, чтобы мы могли показать вам, как отличаются аноморфотные линзы и сферические, на примере некоторых сцен из Андрея Рублева. Конечно же, в фильме все хорошо, и костюмы, и выбранная речь, и актерское мастерство. А за что будет ругать фильм, так это иногда чрезмерную натуру и постройки 17 века. И вот в этой квинтэссенции, вероятно, и заключается магия киноленты Андрей Рублев. Чтобы побрать все впечатления от картины, я посмотрел версию 205 минут. О чем же фильм? Это картина о свободе, о несправедливости и о порочном круге жестокости. Здешне мило. Что же такое свобода? Может ли человек быть свободным, внутренне свободным? На это отвечает сам Тарковский. Свобода – это не права. Права можно отнять, а вот свободу, внутреннюю свободу отнять невозможно. Полжизни как этот. Я же для них, для людей делал днями, ночами. Открывающая сцена картины – это попытка полета на неком инструменте, напоминающий воздушный шар, конечно же, и являющийся им. Все торопятся, спешат, мы видим враждебно настроенную толпу, шар улетает с одним человеком.
Мы видим первый полет над ярой толпой. Над полями, над реками. Но затем уже что-то идет не так, и из шара выходит воздух, а Ефим разбивается. И сразу нам показывают лошадь как метафору того, что Ефима мы больше, конечно же, не увидим, ведь лошадь – это проводник в мир неживых. Что это вообще за сцена? Что это такое было? Существует догадка о том, что этот первый полет на воздушном шаре – визуализация недоступности церкви и церковников для человека простого. Что видел сельчанин? Какие-то мелкие здания, строения, ничего высокого. Он практически никогда не был выше своего роста. Мысль о полете и вовсе недостижимая вещь. Как и полет. Есть еще одна недостижимая вещь, но более фундаментальная штука. Это разница в жизни между человеком обычным и человеком из церкви. Многие персонажи Ефим, Скоморох, сам Андрей, Бориска проходят через такую универсальную стадийность роста. Можно назвать это и аркой персонажа, а можно связать и с понятием универсальной логической, или философской машины. Каждый из персонажей, вне зависимости от исходного возраста, опыта и других вещей, попадает в инициальную ситуацию, пребывая дураком. То есть персонажем в новой ситуации, не имеющим опыта ее преодоления, и потому пытающимся ее преодолеть. Для Ефима это поднятие на воздушном шаре. Для Скомороха случайность оказаться не в том месте, не с теми людьми. Для Андрея начало пути в Москву и попадание в хлев. Для Бориски приезд слуг князя в деревню. Конечно, все они проходят свои преобразования с разной скоростью. На примере Ефима он взлетает так быстро, как и падает, проходя путешествие из дурака в мир буквально за несколько минут. После эпизода с воздушным шаром мы наблюдаем и вовсе такое роуд-муви. 3 монаха отправляются в дорогу. Нехорошо. Что? Да что из троицы уходит? Попадают под дождь, прячутся в хлеве. В хлеве же перед группой людей выступает Скоморох. Может, брашки выпить и смотри, как вымокли. Спасибо, не пьем. И баб не... Кто такой Скоморох? Это комедийный артист, высмеивающий власть, общественные порядки и религиозные обычаи. Подход Скомороха в его выступлениях – это импровизация и использование несколько грубоватого и карикатурного юмора, что с одной стороны привлекает аудиторию, а с другой выступает таким триггером для властьдержащих. С этой же сцены зарождается мысль о несправедливости происходящего, что более широко будет показано далее в праздновании Ивана Купалы, группы язычников и моментом, когда Андрея Рублева привязывают к столбу. Страшного суда! Держи. А вот сейчас тебе к этой крестовине-то и пристроим. Так. На вроде Иисуса Христа, а? Да вы что? Мужики. Погоди. Мужики, да нельзя мне так. Погоди. Ну что вы, грех это. Ну хоть ногами кверху вяжите. И вот тут климакс отношений политеизма и монотеизма к жизни настоящей, не эфемерной. А ты чё головой вниз спросился? Совсем худо было. И нас зачем ругал? Огнем грозил пожечь. Так ведь грех это так вот ногими-то бегать. Творить там всякий грех. Какой же грех? Сегодня такая ночь, все любить должны. А через некоторое время мы видим одну из язычниц, плывущих мимо лодки монахов. И тут мы задаемся вопросом, что есть справедливость, до чего доводит невмешательство и чего стоит вообще чья-то жизнь. Монахи живут миром таким вне времени. И возвратился прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал Экклезиаст, все суета. Посмертие, когда в настоящем осязаемом мире происходит событие,
буквально нивелирующий ценность самой жизни. И для этого есть великолепная сцена. Правдолюбцы да крестьяне! Долго будете мучить злодея? Скоро вы это кончите! Он уж 7 раз с муками своими искупил грехи все. И свои грехи, и ваши. Сами грешники немыслимые, а туда же судите. Христа на вас нет. По мере прогрессии картины мы видим еще одну мысль, что насилие порождает еще больше насилия. Происходят вещи и откровенные, когда Рублев говорит о человеке простом, не церковном. Хорошо, ты мне скажи по чести, темен народ или не темен? А? Не слышу. Тёмин. Они и грамоте-то учили, чтоб с власти прийти темнотой его воспользовавшись. Рассказывает свои взгляды, направленные вразрез представителям власти, о чем Феофан предупреждает Андрея. А параллельно рассказу мы наблюдаем великолепно выполненную бесшовную склейку между вариантом распятия в мыслях Андрея и реальным местом диалога у реки. Поздно было. На то оно и покаяние, что никогда не поздно раскаяться. Вот-вот. Сразу двух, а не одного. Ну, двух. Два же они все. Существуют есть символические персонажи, такие как юродивые, такая репрезентация Руси того времени. В мере просмотра мы задаемся вопросами, что будет делать Андрей после убийства. И из окна вниз головой свешиваешься и заглядываешь, и пальцем не грозишь. А я поперек седла на коне лежу, и два ордынца голову мне перекручивают. Человека я убил. Русского. Как изменится его характер, что с ним будет, сумеет ли мальчик Бориска отлить колокол, ведь это его единственная надежда на выживание. Да и что станет со скоморохом? А это вот я признал. Картина, конечно, не лишена и гэгов, при этом основной происходит с колоколом. Не надо. Не надо. Ну, будь. Отец змей старый. Фильм начинается с момента, когда Бертон приезжает в дом отца Криса. В свою очередь, действие происходит как бы от лица самого Криса и его мировосприятия. Он прогуливается по утреннему полю рядом с небольшой рекой, мы видим спокойствие, обычность воды, тумана. Затем он подходит к своему дому, где уже рассвет, солнце, рядом небольшое озеро. Все вроде бы обычно. Завязывается дискуссия с Бертоном, который приезжает по вопросу будущего солеристики, а также рассказывает кое-какие детали, что не сказал в интервью. Своими глазами видел малыша. Ну и что дальше? А то, что ребенок этот ничем не отличался от того, которого я видел тогда на Солярисе. Правда, он не был 4-метровым. Сейчас перед стартом ему не надо слишком думать об этом. В ходе разговора между Крисом и Бертоном Крис рационализирует рассказ Бертона
и ставит под вопрос реальность рассказанного. Ведь вы сами не уверены в том, что все, что вы видели там, не было галлюцинацией. Затем это приводит к еще и ссоре с отцом. За что ты его обидел? Ты слишком жесток, вот что я тебе должен сказать. Таких, как ты... Существует предположение о том, что Солярис – планета разумная. Отсюда и появляется новая наука – соляристика. И способна как-то влиять на человека, заставляя его видеть то, чего нет или есть. Вот именно на этот вопрос и предстоит ответить Крису. Практически параллельно мы видим сцену пролога длиной в 5 минут, где автомобиль едет по дорогам над городом, сквозь город и под городом. Что это было? Это сцена того времени, отсылающая нас к городам будущего, когда панцирь цивилизации покроет планету полностью, не только в высоту, но и вглубь. Сцена носит характер медитативный, погружающий в фильм. Как и некоторые другие сцены в Солярисе, драйвом повествования будет служить не столько картинка, а сценарий, диалоги, монологи и взаимодействие персонажей. Вот Крис прилетает на исследовательскую станцию на Солярисе. В шлюзе его никто не встречает и не отвечает, а Крис падает, случайно оступившись. Затем начинается настоящий космохоррор. Тишина, искры, висящая копна проводов, настоящий хаос на станции, пробегающая фигура и падающий мячик. Персонажи на станции ведут себя странно и кажется лишь на мгновение, что помимо их на станции есть кто-то еще. Вы получили радиограмму? Да. Кто-то посторонний, кого быть не должно. Тут уже и камеры используют наезд, и идет за персонажем, и резкие каты между происходящим. Ощущение постоянного наблюдения извне. То есть обстановочка хоррора. И все это ставит природу реальности Криса под сомнение. Откуда ты узнала, где я? По мере появления вполне осязаемых фантомов копий из воспоминаний, мы начинаем понимать, что с ними что-то не так. В свою очередь, эти копии учатся и начинают осознавать сами себя. Харри, жена Криса, и вовсе проходит кризис самоидентификации. Нам надо поговорить. О чем? Крис, ну, ты ведь понимаешь, что я не знаю, откуда я взялась. Ну, может быть, ты знаешь. Что ты... Тут уже происходит несколько событий. Во-первых, сквозная тема. Идентичность воспоминаний. Крис помнит свою жену в ее истинном состоянии, с настоящими собственными аспектами поведения, личности, мыслей, или же эта копия подвержена ностальгии по ушедшему человеку. Может ли он ее помнить настоящую, неизмененную под действием собственных мыслей и в конечном итоге времени? Что если изначальная чрезмерная привязка Харри к Крису – это и есть мысленная альтерация самого Криса, а уж затем, после прохождения кризиса самоидентификации, Харри осознает неправильность этого. И чем больше будет длиться этот обман, тем ужаснее все кончится для тебя. Во-первых, если океан разумен, а он или она, может быть, они – это явно разумное существо, то идентичны ли мысли их или его? Это одно существо или молекулы воды, способные к самоорганизации в независимые сущности, независимые мыслимые субъекты. В-третьих, способен ли скопированный разум к осознанию самого себя, к осознанию того, что он копия? Так или иначе, мы частично видим ответы на эти вопросы. Подожди, а как тогда планета может с ними взаимодействовать? Вот с другой стороны, мы же видим, что герои, они все как будто потные, как будто они вот влажные все. Как? Скорее всего, может, она как-то так взаимодействует с ними? Ну, при первом контакте Криса там все герои мокрые, вообще все мокрые. Сложно сказать, с чем это связано. Как один из вариантов, это что-то не так с климатической системой корабля. С другой, конечно, стороны, возможно, что это единственный способ коммуникации, изначально единственный способ коммуникации между планетой, потому что она все-таки это один огромный океан. Кстати говоря, что интересно здесь,
А планета на польском языке в женском роде. Планета, она способна что-то создавать. Там она, да, она прям в книге она явно что-то создавала, но в фильме нам не показывают вот эти вот образования из воды планеты. Здесь же мы видим такую вот картину, что герои все влажные и мокрые. Возможно, что это такая связь между внутриклеточной жидкостью в теле человека и вот внешней средой именно вот этой планеты. Антенна такая, да? Проводник, да. Во многих сценах картина снова получилась метафорической, технопритчей. Но винить тут никого нельзя. Для продвинутых спецэффектов в компьютерной графике еще он далеко. Потому мы и не видим сцены с той же передачей энцефалограммы или уничтожением фантомов при помощи пучка нейтрино. За это картину будут ругать, за недостаток эффектов и сцен. И это странно. Это просто невозможно было сделать. И то, как обходит момент Тарковский, решение просто великолепное. Ведь та же сцена с невесомостью, да, предметы летают, но что происходит со свечами? Они как горят, как будто у вас на столе дома. Да, ведь в невесомости огонь примет форму сфер, желтого пламени мы не увидим, а огонь и вовсе потухнет. То есть понятно, что ругать фильм за спецэффекты вообще нельзя. В финале мы наблюдаем такую интересную дихотомию. Экзистенциальность имманентна или имманентность экзистенциальна, и что есть правда? А когда наступит этот конец? Мы же не знаем, вот и торопимся. А ты не торопись. Самые счастливые люди — те, кто никогда не интересовался этими проклятыми вопросами. Вопрос — это всегда желание познать. А для сохранения простых человеческих истин нужны тайны. Очень личная и автобиографическая картина о воспоминаниях детства, юности, взрослости и времени. По Тарковскому кино – это единственная форма искусства, способная запечатлеть самое главное – время. А в зеркале оно не просто запечатлено. Оно протекает относительно прошлого и настоящего, сливаясь в финале с параллельной своей фазой в единую целую картину. И вот тут многие называют «Зеркало» скучным, мол, тут нет арки персонажей, нет их развития, это лишь какие-то яркие воспоминания, но и не просто яркие, а конкретно всполохи воспоминаний в нелинейном их виде. На кого говорить? А вот эта нелинейность, она крайне интересна. Не каждое кино – это такая тропа, горки, когда вы просто идете или мчитесь по проторенному пути. Здесь эту тропу или горки придется собрать самому и уже после пройтись или проехаться. Вот тогда и получается истинное удовольствие от кино, такой катарсис. Начинается картина с эпизода Игната, который пытается настроить телевизор и затем видит передачу о гипнозе. Громко и четко. Я могу говорить. Давай. Я могу говорить. Но у нас досмотреть эту передачу не получается, и мы не узнаем, насколько это сработает. Ну, что нас подготавливают так, что воспоминания – вещь обрывистая, прерывистая, и этому есть объяснение. Затем сцена с матерью Алексея и Марией, к которой подходит некий незнакомец, как будто бы врач. А что вы так нервничаете? Дайте руку. Да дайте, я же врач. В разговоре незнакомец говорит, что мы не доверяем своей внутренней природе, слишком спешим, говорим банально. В итоге у нас нет времени остановиться и подумать. Это все от того, что мы природе, что в нас не верим. Все какая-то недоверчивость. Торопливость, что ли? Отсутствие времени, чтобы подумать. Хотя сам он и не делает того, о чем говорит. Вот такой недостижимый идеал. У вас кровь. Где? За ухом. С другой стороны.
Конечно же, здесь нельзя не упомянуть одну из лучших сцен пожара, пожалуй, в истории кинематографа. А Кланька где? А? Кланька? Кланька! Чего? Но это не просто сцена, мы не слышим, как кричат соседи, даже не слышим разговора, лишь отдельные реплики. Именно это и есть визуализация воспоминаний, только лишь выхваченные моменты. Как и Иваново детство, тут не обходится без рефлексии над ПТСР от пережитой войны. А ты? Куда ты стрелял? Думаешь, я не видел? Ты вверх стрелял. А за это знаешь, что тебе? А чего я сделал? Как это чего? Там же никого нет. А если бы был? Где? Там ведь деревья. А если бы кто на дерево залез? Хам! Кругом была команда. Ну чего безобразите? Положь винтовку на место. Я и повернулся кругом. Устав строевой службы проходил? Проходил или нет? Кругом по-русски означает кругом. Именно то, что я сделал. Поворот кругом, как мне кажется, означает поворот на 360 градусов. Что за огневая позиция? Не понимаю. А ну ложись на мат. А Асафию родители в блокаду померли. Мы видим коллизию логики сломленной и логики детской, непорочной, чистой и светлой, которая хоть и тоже подвергалась травме. Все сцены — это сцены сон воспоминаний. Они странные, отрывочные. И это хорошо иллюстрирует сцена в издательстве, которая в свое время была бы, вероятно, рассказана Алексею. Ну, была такая. Алексей постоянно видит своей матери свою жену. Я всегда говорил, что ты похож на мою мать. Затем уже видимо подтверждение этого факта от его жены. Видимо, поэтому мы и разошлись. Я с ужасом замечаю, как Игнат становится все больше похожим на тебя. Да? А почему же с ужасом? Видишь ли, Алексей Александрович, мы с тобой никогда не могли по-человечески разговаривать. Даже когда я просто вспоминаю и детство, и мать, то у матери почему-то всегда твое лицо. Черно-белые вставки по всему фильму помогают нам испытать ощущение ситуации того времени. Потому что здесь есть довоенный период, 35-й год, военные 40-е и послевоенные 60-е, 70-е годы. Не обходится картина, конечно же, и без таких ажиотационных наших ожиданиях и представлениях эпизодах, а именно эпизод с серьгами и маленьким дамским секретом. Мне, собственно, вы нужны. У меня к вам маленький дамский секрет. Горящая лучина, затухающая лампа, капающее молоко. Воображение Алексея и видение им рыжеволосой девушки, в которую он был влюблен. И звуки воды. А затем уже такой надменный издевательский акцент на спящем ребенке Надежды Петровны, это жена врача. И просьбе зарубить петуха. То вырвется, всю посуду перебьет. Ну-ка. И в конце мы узнаем, что Алексей находится на смертном одре. Все будет зависеть от него самого. Неужели ангина могла дать такие последствия?
При чем здесь ангина? Его окружают те же женщины, что были с ним в квартире в детстве, в той странной сцене. Если придет Мария Николаевна, скажи ей, чтобы она никуда не уходила, хорошо? Ходи, ходи. Здравствуй. Евгения Васильевна, еще одну чашечку для молодого человека. Хорошо? Все, что мы видели, это его лихорадящие воспоминания и фантазия, такая сумбурная смесь. Он представляет свою мать в юности с ее мужем. Очень интересная реакция, в которой она представляет себя уже в старшем возрасте с двумя своими все еще маленькими детьми. Тут и происходит слияние этих двух временных фаз. Картина, конечно, затрагивает идентичность воспоминаний. Но наши воспоминания чаще яркие, радостные, не всегда правдивые, иногда приукрашенные. Как и гипноз, воспоминания способны захлестнуть нас, даже несколько изменить наше состояние. И снова почувствуй себя счастливым. От того, что еще все впереди. Еще все возможно. Фильм с крайне непростой судьбой, во время съемок которого случается такой спор, что важнее, картинка над сценарием или сценарий над картинкой. И в этом споре драматично создается некий треугольник Тарковского между братьями Стругацкими, самим Тарковским и Рербергом, первым оператором «Сталкера». В то время Стругацкие не всем понимают, как писать сценарий. И в тот момент, следуя логике, если прочитать текст в кадре, то станет все понятно. Тарковский не очень понимает, что хочет от картины в целом, а Рерберг предпочитает же картинку над текстом. И тут я с ним согласен. А еще, по слухам, говорит, что на площадке не может быть двух гениев одновременно. Но это все не означает, что не будут применяться практические эффекты, строится композиция. Напротив, Тарковский все более и более переходит к самостоятельному просмотру через видоискатель, апеллируя тем, что ему так проще видеть мизансцену. Итогом этого постоянная переделка сценария, смена оператора и брак пленки, что приведет к почти полному пересъему картины. По воспоминаниям о браке пленки говорят, что с ней было что-то не то. Картинка вроде как и в фокусе, но ее можно было использовать, а вот цвет, особенно небо, отдавал в желтый. И что в итоге? Есть только клички «Сталкер», «Писатель» и «Профессор». А с первых минут картины мы погружаемся в очень медленный ритм повествования. Открывающая сцена происходит в баре, напоминающей такую средневековую таверну. Картинка сепия, вокруг грязь, мокро, стены и вовсе окрашены будто руками, а краска эта уже давно осыпалась. Вторая сцена отправляет нас в мир сталкера, в место, где он живет. Скудное пространство, грязный и мокрый пол, шприцы, отваливающаяся плитка, неработающая лампочка, бесконечно проезжающий мимо поезд, который сотрясает все пространство. Кульминацией шума поезда и разрушающегося пространства ссора с женой. Куда ты собрался, я тебя спрашиваю? А на заднем плане падает полотенце. И это не просто так. Затем сталкер идет сквозь безжизненное промышленное пространство. И поэтому
телепатии, ни привидений, ни летающих тарелок. Подходит к писателю и женщине. Вы что, действительно сталкер? Тут, конечно, случается такой характерный для Тарковского гэг. Сейчас я все объясню. Писатель рассуждает на тему Бога, геометрии, пространства, частично говорит о зоне. И вот тут упоминание о треугольнике является такой завязкой на будущее. Треугольник АБС, который равен треугольнику А', Б', С'. Вы чувствуете, какая унылая скука заключена в этом утверждении? Когда уже и сам сталкер скажет о том, что прямой путь тут не самый короткий. Здесь не ходит. В зоне вообще прямой путь не самый короткий. Да и вообще эта сцена полна мелких деталей. Движение стакана, когда дама лишь делает вид, будто отпивает, незаметно выливая содержимое. Шляпа на крыше автомобиля, а кульминацией сцены гэга служит, конечно же, момент. Кретин. Только трое героев собираются в одном месте. Слышите? Это наш поезд. Картинка снова приобретает черты роуд-муви. Они уходят от погони на дрезине и как кульминации экстремально стрессового момента погружаются в сон. В зоне картинка становится цветной. В некоторой степени и мир зоны чище, чем за ее периметром. Здесь тихо, Тихо как. приятно пахнет и на первый взгляд безопасно. Странно. Цветами почему-то не пахнет. Но по ощущениям неуютно. Здесь и втроем-то как-то неуютно. Сталкер отправляется на свидание с самой зоной. Оставив писателя и профессора наедине друг с другом, ну и с нами. Сталкер в каком-то смысле призвание. Я его другим представлял. Каким? Ну, кожаные чулки, там чинганчгуки, большие змеи. У него биография пострашнее. Так мы узнаем о сталкере и о зоне чуть больше. Для сталкера зона — это место живое, от чего даже меняется его настроение после пары минут с ней. А цветы снова цветут, только не пахнут почему-то. Вы извините, что я вас тут бросил. И вот затем возникает первый конфликт Не трогайте! и проявление зоны. Поднимается ветер, Чувствуете? Трава. что, собственно, сулит опасность для персонажей, и перемены. Писатель отправляется по прямой дороге. Зачем вы? По мере движения становятся понятны слова сталкера о необычности зоны. Пространство, по которому идут писатель, профессор и сталкера, не такое, иное, не евклидово. И тут вопрос, если это не евклидово пространство, место, где привычная геометрия более не работает, способны ли мы ее воспринимать? Вот и он. Мы видим, как и персонажи, вполне обычную природу, и даже ловушки мы воспринимаем с точки зрения персонажей, мы их не видим. Это погружает нас в фундаментальный вопрос познания. Если мы чего-то не видим, существует ли оно на самом деле? Если существует, как это познать? Или испытать? По небольшому погружению в историю зоны, которую рассказывает профессор и сталкер, все варианты познания ее исчерпаны, но остается один – переживание опыта взаимодействия. Господи. А где же они что, так здесь и остались? Люди. А кто их знает?
помню только, как они грузились у нас на станции, чтобы идти сюда, в зону. Я еще мальчишкой был. Тогда все думали, что нас кто-то завоевать хочет. И все это подкрепляется тем, что в зоне находится некое место, способное исполнить любое желание. Здесь исполнится ваше самое заветное желание. Самое искреннее. Самое выстраданное. Профессор и писатель отправляются к этой комнате со своими непроизнесенными мотивами, хотя и оба рационализируют это место. А исполнение желаний ведь вещь крайне иррациональная. Он в зону пришел с корыстной целью, и брата своего загубил в мясорубке из-за денег. Необъяснимость природы зоны, помимо эпизодов ловушек, нам показывают и при помощи телефона, расположенного недалеко от заветной комнаты. А у порога комнаты происходит конфликт. Что если существует место настолько могущественное, то, может, не стоит этому месту и существовать вовсе? И если сталкер столько раз бывал в зоне, то почему не загадал желание? Или загадал? Сталкер в некоторой степени объясняет... Сталкеру нельзя входить в комнату. Сталкеру вообще нельзя входить в зону с корыстной целью. Нельзя, вспомните дикобраза. Этот момент. Но этого явно недостаточно для рационального объяснения. Все мое здесь, понимаете? Здесь, в зоне. Счастье мое, свобода моя, достоинство, все здесь. В финале сцены начинается дождь, как символ чего-то нового, обновленного и буквально смытого старого. Эпизод с профессором и атомной бомбой в ограниченном огражденном пространстве в зоне и вовсе получился чуть ли не пророческим. Просто бомба, 20 килотонн. Да и вообще у Тарковского была какая-то невероятная интуиция, проявление которой мы видим не только в «Сталкере», но и увидим еще потом в «Жертвоприношении». Роль собаки в картине. Этим вопросом задаются зрители, дискутируют на эту тему и строят теории. Но как и в «Зеркале», птица на плохого человека не сядет. Роль животного тут, роль животного. Своеобразный гэг Тарковского. Ему, в принципе, тоже нравились собаки. Который в дальнейшем обыгрывается в сцене дома. И снова животное с плохим человеком не пойдет. Визуально нас, конечно, так и подкармливают пищей для создания теорий. Собака похожа на Анубиса, первый раз появляется на реке, лежит, словно охраняя скелеты некой пары людей, лежащих в обнимку друг с другом, а рядом с ними бутылка вина. Изначально в кадре хотели Лису, конкретно Тарковский хотел Лису, но Лису найти не вышло, и снимать было проблематично, потому на роль животного подобрали собаку по кличке Рэнди Райма, и более того, даже указали в титрах. В финальной сцене мы смотрим исповедальное интервью жены сталкера. Такой монолог самой себе не нам. Вы ведь, наверное, уже поняли. Быть не может. О длинном кадре и отсутствии склеек. Это момент, когда фильмы Тарковского всем, конечно же не всем, кажутся скучными. Длинный кадр — это такой запечатленный момент времени. И в отличие от других монтажных приемов, рапид-съемка, LK, J-Cut, он нам кажется скучным, таким противоестественным для нас, что в принципе объяснимо нашим восприятием. Рапидом мы иногда видим некоторые стрессовые ситуации, во время усталости или спешки даже, а болезни. L и J-Cut в принципе можем видеть каждый день. Звук или голос проявляется до или после какого-то действия, события или видимого движения. А вот длинный кадр, медленный и всматривающийся в предметы, лица, пейзажи, мы каждый день не видим. Тарковский пытается таким образом изобрести свой киноязык. И как любой язык, это требует некоторого изучения, усидчивости. А сам процесс изучения нас очень затрудняет. Нам он кажется
трудным, скучным, потому и таким изматывающим. Но зато, когда мы понимаем, когда мы научились, вот тогда катарсис. Еще один такой прием — параллельный монтаж. Он более простой для восприятия, но может сбить нас с толку. К умельце которого мы получим что-то типа такой дофаминовой стимуляции эстетического удовольствия. Как зеркало, ностальгия, биографический фильм, но несколько отдаленный от личности и воспоминаний, но не ощущений. Первое, что мы видим, это какая-то лиминальная Италия, вся туманная и тусклая. Множество коридоров, больших, будто бы стильных комнат и постоянное сопоставление. Гончарову, собственно, как и Тарковскому, тут забегу чуть вперед, не только в Италии, но и частично в Швеции. Вот не нравится Италия, он как ребенок отпихивает ее от себя, не желает тут быть и нарочито не смотрит на нее. Хотя и признает, что в свете своем Италия очень красивая, как и у Дженни. Perché? Sei così bella, con queste luci, rыжие. Dici? Евгения по не очень понятным причинам отдается Гончарову, в то время как саму Гончарову это и не нужно. Как, собственно, и Тарковскому Италия. Не нужна и Гончарову родина, он ее вспоминает в черно-белых флешбеках, но на телефонные звонки при этом не отвечает. Такая вот чисто русская тоска. Сцены инсайты, когда герой открывает дверь, смотрит в проем и попадает в какое-то другое место, затем уже возвращается обратно, окликнутый кем-то. Во время разговора Доминика и Андрея мы очень долго находимся в доме. Сам дом достаточно стерильный по своему наполнению. Вместо наполнения из кадра он наполняется как бы в кадр. То есть этот дом наполняется нами, создавая такое ощущение, да я здесь был много-много раз. Помимо рассуждений на библейские темы, мы видим еще и их визуализацию. Потоп в большом помещении и собака, которая лежит на единственно сухом участке. Вино и хлеб, который Доминика подает герою. Как и ранее, мы наблюдаем, что персонажи не очень понимают друг друга. Но здесь непонимание происходит на уровне языка и слов, и смысла, который закладывается в них. Андрей сначала говорит, что понимает поступок Доминика, но ведь разум Доминика надломлен, он не совсем здравомыслящий человек, о чем мы узнаем с самого начала, во время прогулки вдоль бассейна. Ce ne sono molti di questi pazzi qui in Italia. Hanno aperto i manicomi, ma molti familiari non li rivogliono in casa. E diversi devono tornare a rinchiudersi. Non si sa che cos'è follia. Вот эта сломленность его природы – это часть Андрея, как Евгения – часть его жены из России. И если природа Доминика нарушена, то возможно ли точно узнать мотив его поступка? В конечном итоге он становится отражением части личности Андрея. А почему я должен об этом думать? Мало мне своих забот. Боже мой, зачем? Зачем я это сделал?
Как и все неполноценное, разрушенное работать не может. Как и не работает полноценный разум Доминика. Да, он становится неким пророком грядущего апокалипсиса для определенных людей. Но совершать свой акт полноценно у него не выходит. Сам Андрей, лишившись этой неполноценной части, решает выполнить данное обещание и отправляется на термальный источник. Он уже осушен, на дне мы видим ржавый велосипед, бутылки, такую внутреннюю грязь под изначально красивой поверхностью. Гончаров, как и Тарковский, проходит испытание веры, убеждений и в конечном итоге умирает от инфаркта, как только достигает своей верхней точки, конечной цели. Весь фильм — это такой диалог о желаниях и их достижимости, когда мы получаем то, что так сильно хотим, так сильно пытались достичь и достигли. Что мы получим? Последняя притча Андрея Тарковского. Фильм начинается с продолжительной, почти 10-минутной сцены посадки неживого дерева Александром с его сыном, которого все будут называть мальчик или наш мальчик. Затем их прогулки и встречи на первый взгляд с юродивым Отто. В ходе странной беседы между Александром и Отто мы узнаем, что Александру не так уж и нравится человечество, а Отто и våpse считает, что жизнь и понимание есть бесконечное возвращение Ницше. Ja, så ibland så får jag för mig någonting i stil med det här löjliga eviga kretsloppet, vet du. Här lever vi, här har vi våra bekymmer. Vi hoppas. Vi väntar på någonting. Vi hoppas, vi förlorar hoppet, vi nalkar oss döden. Så dör vi då till slut. Och så föds vi på nytt, men inte minns vi vad som har varit. Ja, så börjar alltihop. Från början. Ja, inte bokstavligen på samma sätt. Lite annorlunda. Men ändå så hopplöst. И тут происходит гэг. Мальчик привязывает велосипед к кусту, от чего Отто падает при попытке поехать. Когда же Александр остается с сыном наедине, то рассуждает о отсутствии смерти и порочности самой цивилизации. Fel på vår kultur. Eller rättare sagt vår civilisation. Grundligt fel, pojken min. Еще и теряет мальчишку из поля зрения. А заканчивается сценой такой аллюзией на грех. Ключи к пониманию смысла запрятаны настолько глубоко в ткань фильма, что отыскать их практически невозможно. Потому нам не очень понятен момент с началом ядерной войны, а именно, когда она происходит и происходит ли вообще. События, которые будут уже в доме, создают ощущение нереальности происходящего. Персонажи словно театральные. Отто переходит из юродивого персонажа в серьезного, а еще рассказывает о своем необычном увлечении – сборе необъяснимых событий. Мальчика они то и дело теряют из поля зрения и ищут, а Мария, служанка, когда-то давно приехавшая из Исландии, иррационально пугает персонажей. Далее события развиваются еще быстрее, как во сне. Чей же это сон?
или даже сказать сон во сне и во сне. Да, тут происходит несколько уровней сна, хотя они не очень явные, они бесшовные между собой. Мы даже не замечаем, как они склеены, и еще погружаемся в сон. Все это явно видит Александр, а мы видим это его глазами, да еще и теряемся во сне вместе с ним. У Александра есть же еще и бэкграунд. Он находится в любовном треугольнике. А его жена склонна к гиперконтролю над детьми, что отражается на поведении их дочери Марты. И вот с таким набором исходных данных начинается самое страшное – ядерная война. Как и в ранних фильмах, мы здесь не видим масштабных сцен начавшейся войны, только видим какие-то выхваченные вспышки, звук, видимые вибрации, падающее молоко, ну и реакцию персонажей. Теперь же Александр проходит настоящее испытание своей веры, то есть своего прагматизма. Уже во сне внутри сна Александр видит точную маленькую копию своего дома, а затем еще на более глубоком уровне старое здание, капающую воду и повсеместную грязь. И вообще эта сцена завершает аллюзию на сталкер. Падающая тюль, капли воды, пролетающая камера над тающим снегом с кучей разных утопленных мелких предметов и даже монет. Завершит этот сон еще одно напоминание о ядерной войне. Самое жуткое напоминание – ударная волна. Проснувшись от этого, Александр не просыпается полностью, а лишь выходит на предшествующий уровень сна, где Отто делает ему странное предложение. Такое еще одно испытание рационализма. Переспать с его горничной Марией. Du måste gå till Maria och ligga hos henne. Vad säger du? Ведь Мария не просто горничная, она ведьма, способная остановить ядерную войну и вообще вернуть все как было. Vi har sårat er, skrämt er. Var inte rädd för någonting. Вот здесь уже, конечно, это настоящая россыпь ключей. Можно предположить, что это такое соединение политеизма и монотеизма, то есть язычества и христианства. Либо это такое какое-то подтаенное желание владеть Марией, как месть своей жене. Либо это действительно всего лишь сон и совокупность всего, что было в жизни Александра. И при этом эта совокупность тут во всем. Современная, относительно фильма «Машина Виктора», хай-фай система Александра, но в то же время реформистская женская одежда 19 века. Очень такое хорошее упоминание раннего феминизма. Мужская же одежда выстроена в хронологическом порядке. Чем моложе персонаж, тем новее одежда. Конечно, мы в какой-то степени понимаем, что это сон, особенно на моменте, что машина Виктора все еще стоит в поле с открытой дверью. Тут очень много вещей, которые можно различно интерпретировать, чего и добивался Тарковский, хотя сам фильм в первую очередь о собственной жертве, о способности пожертвовать всем ради другого или даже других людей. Как мы видим в финале, Александр жертвует вообще всем, домом и собой. Но даже в финале мы видим очень интересную загадку, когда Александр случайно ударяется о стол, после чего начинает хромать.
Визуально фильм заканчивается так, как и начинается Иваново детство. Веткой дерева на фоне сверкающей воды. Что буквально завершает, закольцовывает все 7 фильмов Андрея Арсеньевича Тарковского.